Парень записал на видео НЛО в Огайо. То, что произошло дальше, вас шокирует. Такого большого и четкого объекта еще не было. Инопланетные корабли стали все чаще посещать нашу планету. Сегодня я приготовил для вас подборку самых захватывающих моментов, когда НЛО были замечены на территории США. Поехали! В штате Огайо засняли высокоскоростной НЛО, зависший над шоссе. В ночь на 21 июня 2023 года, около половины 11 вечера, жители города Мидлтауна, расположенного в штате Огайо, США, стали свидетелями необычного явления. Над городом появился загадочный летательный аппарат, который вскоре стремительно исчез с места событий. На видеозаписи, сделанной одним из очевидцев, видно, что объект имеет сходство с крупным дроном, оснащенным множеством винтов. Однако, по словам свидетелей, он вращался с невероятной скоростью и излучал яркое зеленоватое свечение. Автор видео Брайс Гаррик утверждает, что успел запечатлеть объект всего лишь на несколько мгновений. После короткого зависания в воздухе аппарат внезапно набрал огромную скорость и скрылся из вида. Другие свидетели происшествия, среди которых были водители, находившиеся на оживленном шоссе, также поделились своими впечатлениями. Один из них, Кейден Литтл, отметил, что хотя инцидент длился недолго, он оставил сильное впечатление. «Я видел множество дронов ранее, но этот объект отличался от всех известных мне типов», — поделился он. Президент астрономического общества Цинциннати Брайан Симпсон выразил сомнения относительно достоверности произошедшего. Он предположил, что речь может идти о каком-то виде мистификации, учитывая небольшое количество свидетельств. По мнению Симпсона, для подтверждения реальности инцидента необходимо получить значительно больше сообщений от независимых источников. Сейчас существует множество программных средств, позволяющих создавать подобные видеоэффекты, включая различные приложения, добавил эксперт. Между тем, представители офиса шерифа округа Батлер сообщили журналистам, что не получали сообщения о появлении неизвестного объекта. Авиадиспетчеры также заявили, что у них нет объяснений произошедшему. НЛО в небе над Флоридой. Недавно в небе над Майами, штат Флорида, был замечен странный объект треугольной формы, размером сравнимым с Луной. Этот объект испускал розовое свечение и постепенно отдалялся, пока его пытались зафиксировать на камеру, а затем полностью исчез из виду. Видео с этим объектом снял местный житель Трэвис Белл, утверждающий, что наблюдаемый им феномен напоминал внеземной корабль. Известный исследователь аномальных явлений Скотт С. Уоринг поддержал предположение о возможной связи объекта с деятельностью инопланетян. На своем сайте он разместил фотографии, сравнивая розовую фигуру с классической формой летающего диска. Для Уоринга такие заявления не новы. Он неоднократно высказывал мнение, что Флориду часто посещают пришельцы. Вместе со своими единомышленниками он убежден, что на побережье штата Sunshine State действует тайная база, куда регулярно прибывают НЛО. По словам Уоринга, эта база расположена в 5 милях от береговой линии и на глубине 3 миль под водой. Тем не менее, конкретных подтверждений этому до сих пор не предоставлено. Пассажир самолета снял на видео НЛО в небе над штатом Огайо. Пользователь YouTube поделился видеороликом, на котором, как он утверждает, виден неопознанный летающий объект. Съемку удалось провести прямо из салона самолета, когда он следовал над территорией американского штата Огайо. На видео можно наблюдать, как в небе с большой скоростью перемещается загадочный светящийся предмет. Из-за того, что объект находится далеко от самолета, невозможно однозначно определить, чем именно является зафиксированный объект. Автор ролика уверен, что стал свидетелем появления НЛО. Мне случайно удалось записать полет этого торпедообразного НЛО, у которого, как видите, отсутствуют крылья или двигатели, пояснил пользователь в описании к видео. Некоторые зрители выразили сомнения в правдивости версии автора, предполагая, что на самом деле в небе была ракета, которую пассажир спутал с признаком присутствия инопланетной жизни. Если вам удалось встретить НЛО, пролетая рядом с ним на самолете, соблюдайте правила безопасного вождения. Но если вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше, куда обращаться за помощью, где найти грамотного юриста, как получить компенсацию, если у вас нет страховки. Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы, ссылка в описании. Рой НЛО, снятый на видео возле базы ВВС США в Индиане. В октябре 2024 года многие жители Кокомо, штат Индиана, расположенного всего в 13 милях к югу от объединенной резервной авиабазы Грисом, сообщили о наблюдении загадочных мерцающих огней, которые неожиданно исчезали в небе. «Что это такое?» – удивленно спросил один из местных жителей, фиксируя происходящее на видео.
Кажется, это НЛО, и, честно говоря, мне совсем не хочется ложиться спать сегодня вечером. Эти таинственные объекты вызвали широкий интерес в сети, где эксперты пытались разгадать природу их происхождения. Военно-воздушные силы США воздержались от каких-либо публичных разъяснений по поводу этих НЛО, которые имели вид красноватых и оранжевых сфер, медленно плывущих в небе, а также одной белой сферы, выполняющей резкие маневры зигзагами. Некоторые предположили, что это могли быть сигнальные ракеты, сброшенные с самолетов, возможно, военных. Но один из свидетелей предоставил данные метеорологического радара, показывающие огромный прямоугольник НЛО с четким контуром ударной волны пара и размерами, сопоставимыми с половиной мира Диснея. Самое большое и четкое НЛО в небе над Техасом. 29 июня 2015 года, около половины третьего дня, два друга, Сальвадор и Хосе, из Бронсвилля, штат Техас, недалеко от границы с Мексикой, использовали HD-камеру для съемки необычного явления. Их целью было найти НЛО, так как в тот период в данном регионе отмечалась их повышенная активность. Запись велась тогда, когда Луна находилась в третьей фазе, как отмечает автор видео. Он также подчеркнул, что не услышал никаких звуков от объекта, но ощутил странные вибрации, невидимые глазу. Это одно из наиболее качественных видео с НЛО. Размер объекта сопоставим с небольшим кроссовером, примерно 17-20 футов в диаметре. Он находился на высоте около 300 футов над головами наблюдателей. Объект активно вращался, играя бликами на своей поверхности. На видео отсутствуют кадры, показывающие окружающую местность, видны только облака и небо, поэтому сложно понять источник отражения. Многие западные блоги отмечают высокое качество видео и считают, что оно действительно показывает настоящее НЛО. Это вряд ли мог быть дрон, ведь у него есть винты, поддерживающие его в полете, а здесь они отсутствуют. НЛО на видео отличается от классических изображений летающих тарелок. Он не светится, не меняет форму и не выглядит как шляпа. Его внешний вид кажется довольно современным. Минусом видео является то, что оно обрезано, и несмотря на упоминание об активности НЛО, другие свидетельства авторы не представили. Однако это не означает, что запись поддельная. Видео НЛО из Западной Вирджинии. Житель Сент-Олбанса, штат Западная Вирджиния, установил смарт-звонок на двери своего дома, рассчитывая следить за посетителями. Однако он совершенно не ожидал, что окажется свидетелем чего-то необъяснимого. 43-летний Мэтт Даути отдыхал перед телевизором в компании друга, когда его телефон оповестил о движении возле двери. Поскольку он никого не ждал, мужчина решил проверить, что происходит снаружи. То, что он увидел на записи, вызвало у него шок. Камера запечатлела нечто, что казалось неопознанным летающим объектом, пролетавшим над городом. Мэтт, работающий в сфере логистики, не сразу поверил в возможность визита инопланетной цивилизации. Он отправил видео своему отцу, увлеченному авиацией, надеясь на его профессиональный взгляд. Отец подтвердил, что это определенно не самолет. С тех пор единственным возможным объяснением остается НЛО. Это было действительно жутковато. Я подумал, ого, оно пролетело совсем рядом. Меня заинтересовало, неужели я наткнулся на что-то неизвестное другим людям. Мой друг Кевин, увидев запись, воскликнул: «Боже, это выглядит как НЛО». Через 2 недели Мэтт решил выложить видео в социальные сети, надеясь услышать мнение других людей о 3 огнях, которые пролетали по небу. Видео мгновенно стало вирусным. Несмотря на сотни комментариев, никто так и не предложил даже маловероятного объяснения происходящему. Тайна НЛО в Лас-Вегасе. Камера полицейского патруля в Лас-Вегасе зафиксировала необычный объект около полуночи 30 апреля 2023 года. Согласно данным Американского метеорологического общества, вспышки света от этого объекта были замечены также в штатах Юта и Калифорния. Примерно через 39 минут после этого один из членов семьи Гомес позвонил в службу спасения 911 и сообщил, что на их заднем дворе появились 2 незнакомца после того, как они заметили падение какого-то предмета с неба. Мы увидели, как что-то падает с неба, и это было что-то светящееся. Когда оно упало, мы почувствовали мощный толчок, словно ощутили какую-то энергию. Затем мы услышали вокруг нас голоса множества людей, рассказал звонивший оператору службы спасения. Рядом с нашим оборудованием стоял человек высотой около 6,5 футов, а внутри него другой, с большими глазами, который смотрел на нас, продолжил звонивший. Они очень высокие, ростом около 10 футов, а может и 13 футов. И они точно не люди. Совершенно точно, добавил он. Полицейский, который общался с семьей Гомес, охарактеризовал их как заслуживающих доверия. Однако, по его словам, наличие полицейских камер наблюдения добавляет новый поворот в эту историю, делая ее более загадочной. 2 НЛО сняли на видео в штате Техас. 23 июня 2020 года житель небольшого американского городка Мика
расположенного в штате Техас, наслаждался великолепным закатом и решил запечатлеть это зрелище на видео. Его качественная камера прекрасно передавала всю красоту заходящего солнца, окруженного ярким ореолом, и постепенный переход от дневного света к ночной тьме. Однако, просматривая запись позже, автор заметил нечто неожиданное. Два чрезвычайно быстрых и маневренных НЛО. Первое НЛО появилось, следуя по прямой линии, но затем неожиданно изменило курс, сделав поворот на 90 градусов. Пролетев немного дальше, оно вновь сменило направление на 90 градусов, резко ускорилось и исчезло из поля зрения камеры. Второе НЛО возникло с противоположной стороны и молниеносно пролетело над городом. Мико — это некрупное сообщество, расположенное в северо-восточной части округа Медина, штат Техас, США, примерно в 40 милях 60 к западу от центра города Сан-Антонио. НЛО над Оклахома-Сити в эфире новостей. 12 марта 2017 года во время утреннего прямого эфира новостей в Оклахома-Сити произошло необычное событие. Камеры телеканала зафиксировали яркий, быстро движущийся объект в небе. Эта новость транслировалась с крыши Гранд-казино в Шоне, расположенного к востоку от Оклахома-Сити. В 6 утра, когда шла прямая трансляция утренних пробок, по небу пронесся яркий объект, перемещавшийся слева направо. На последующих кадрах, собранных в одно изображение, НЛО предстает как подсвеченная фигура, двигающаяся по экрану. Когда объект опускался ниже, становилось очевидно, что он находился сравнительно низко в небе, так как проходил перед наземными объектами на переднем плане. В конце концов, объект просто исчез, и трансляция завершилась. Сообщения о неопознанных летающих объектах обычно ассоциируются с представлениями о внеземных цивилизациях. Большинство таких случаев впоследствии находят рациональное объяснение. Однако, некоторые наблюдения остаются необъяснимыми. Видео из Нью-Йорка, доказывающее существование НЛО. В 2018-м в небе над Нью-Йорком был зафиксирован необычный дискообразный объект неизвестного происхождения. Специалисты пришли к выводу, что это не самолет, не дрон и не птица. На видео, размещенных в интернете, отчетливо видно, как среди облаков на высокой скорости перемещается темный продолговатый объект. Эксперты отметили, что форма и цвет объекта исключают возможность того, что это пассажирский самолет. При замедленном просмотре также становится заметно полное отсутствие крыльев. Кроме того, специалисты отвергли версии о том, что жители могли наблюдать птицу или дрон. По их мнению, высота полета объекта была слишком велика для птицы, а его размер превышал стандартные параметры для беспилотников. НЛО над городом Кливлендом сняли на видео. 26 февраля 2018 года над городом Кливленд в штате Огайо одна из городских камер зафиксировала светящийся объект. Неопознанный летающий объект провел несколько часов, паря над городом, но жители, занятые повседневной жизнью, не обратили на него особого внимания. Возможно, НЛО умело скрывалось от человеческих глаз. Видео с НЛО над Кливлендом опубликовал на YouTube известный уфолог Орландо Боско. Он уже много лет занимается сбором информации о возможных проявлениях внеземной жизни на нашей планете. Эта интересная запись была предоставлена уфологу с городской веб-камеры. На видео четко виден светящийся объект, который зависает и перемещается над разными частями города. Примечательно, что в те дни от жителей не поступало сообщений о наблюдении НЛО. Вероятно, пришельцы умеют эффективно маскироваться от человеческого взгляда. Анализируя поведение объекта на видео, можно сделать вывод, что он управляется разумными существами, скорее всего, не из нашего мира. Скептики могут утверждать, что это какое-то земное воздушное судно. Однако у объекта отсутствуют характерные проблесковые огни, а его движения отличаются от поведения вертолетов, воздушных шаров или дирижаблей. Это несходство делает этот летающий объект весьма странным и загадочным. НЛО над американской ядерной базой. В середине сентября 2024 года супружеская пара сняла на видео гигантский НЛО с мигающими огнями, предположительно пролетавший над ядерной базой в штате Монтана, США. Американец, сделавший запись, рассказал, что изначально он и его супруга приняли объект за метеорит. Рядом стоящее дерево загораживало обзор моей жене, поэтому я поднялся и взглянул сам. От увиденного у меня буквально отвисла челюсть. Мы оба поспешно выбежали во двор, чтобы лучше рассмотреть объект, поделился свидетель, добавляя, что его жена не смогла сдержать слез от увиденного. Как сообщают журналисты, инцидент с НЛО, пролетавшим над ядерной базой, привлек внимание Конгресса США. В ближайшем будущем якобы даже планируется проведение открытых слушаний по вопросу НЛО. Похожие на НЛО шары в Северной Каролине. Житель США снял на камеру необычные огни, напоминающие НЛО, в небе над национальным побережьем в Северной Каролине. Видеозапись была опубликована на YouTube.
Объект периодически менял яркость, а количество огней увеличилось до 4, хотя в целом он оставался неподвижным, прокомментировал автор ролика. В комментариях зрители предложили различные теории, пытаясь объяснить увиденное. Некоторые пользователи посчитали, что это могли быть огни самолета или шаровые молнии. Один из комментаторов высказал предположение, что причиной явления могло стать горение газового факела на нефтяной вышке, а 4 огня возникли из-за атмосферной дисперсии. Но что это было на самом деле, так и осталось неизвестным. Нашествие НЛО размером с машину напугало американцев. Таинственные огни в небе над Нью-Джерси стали появляться так часто, что игнорировать их стало невозможным. Сообщения об авиационных происшествиях становятся все более тревожными. Неизвестный объект повлиял на работу часов в движущемся автомобиле. Рой летательных аппаратов появился из ниоткуда и также внезапно исчез. Объекты в воздухе мешали медицинскому вертолету совершить посадку и эвакуировать пострадавшего в ДТП. Как выяснилось, один из неопознанных объектов разбился. Недалеко от места крушения расположены военно-морская база и арсенал Пикатини. Президент США уже призвал сбивать неопознанные объекты без лишних размышлений. Пентагон заверяет, что американцам ничего не угрожает, хотя детали происходящего держатся в секрете. Местные жители продолжают наблюдать за этими объектами, используя профессиональное оборудование для съемки, но вопросов становится только больше. Нью-Джерси находится недалеко от Нью-Йорка, и небо над регионом всегда заполнено самолетами, вертолетами и любительскими коптерами, но стаи летящих объектов размером с автомобиль вызывают серьезное беспокойство. Сегодняшний мир таков, что обычный дрон вызывает у американцев гораздо большее волнение, чем привычные НЛО. Загадочные НЛО в Калифорнии. Двое жителей спокойного калифорнийского города были поражены, когда смогли запечатлеть на камеру загадочные неопознанные летающие объекты, кружащие над их районом. Эти наблюдения вызвали всеобщий интерес и породили массу догадок как среди местных жителей, так и среди экспертов. Первая встреча произошла 22 октября 2023 года, когда житель Кловиса, штат Калифорния, Джейсон Бёрд заметил в небе нечто необычное. Он двигался невероятно быстро, вспоминает он. Вращался, а под ним было что-то похожее на сферу. К счастью, Бёрду удалось заснять эту воздушную аномалию, которая в тот момент оказалась в одном небе с самолетом. Он отметил, что эти два объекта были совершенно не похожими друг на друга. После того, как видеозапись была размещена в интернете, специалист по НЛО обработал ее, выявив на ней не твердый объект, а энергетический диск. Эксперт описал аномалию как очень древнюю, не имеющую отношения к человечеству, что придало еще больше таинственности этому наблюдению. Бёрд категорично отверг обычные объяснения и заявил: «Я с детства наблюдаю за небом и видел там многое, но такого раньше никогда не встречал». Вскоре после того, как видеозапись Бёрда привлекла внимание, появилась вторая свидетельница — Эсперанс Морено, которая поделилась своими собственными кадрами НЛО, сделанными всего за несколько дней до этого. Утром 19 октября 2023 года Морено рассказала, что заметила яркий круглый объект, который просто перемещался по небосводу. Она подчеркнула, что объект был абсолютно беззвучным, а его свет оставался стабильным, не мигал и не пульсировал. Интересно, что Морено предполагает, что она и Бёрд наблюдали один и тот же объект в разные дни, что и вдохновило ее поделиться своими записями. Эксперты и ученые изучили видеозаписи и высказали свои мысли по поводу загадочного феномена. Доктор Эмили Томпсон, известный астрофизик, выразила свое восхищение этими кадрами. Она сказала: «Поведение и характеристики этих объектов действительно озадачивают. Энергетическая структура, замеченная на улучшенном видео, не похожа ни на что, с чем мы сталкивались ранее. Это ставит интересные вопросы о природе этих НЛО и их происхождении». Доктор Майкл Коллинз, ведущий исследователь НЛО, согласился с мнением доктора Томпсон. «Когда у нас есть несколько свидетелей, наблюдавших один и тот же объект, это усиливает нашу уверенность в их показаниях. Мы не можем списывать эти наблюдения на галлюцинации или розыгрыш. Здесь явно происходит что-то необычное». Несмотря на явные признаки присутствия инопланетной жизни, научное сообщество продолжает игнорировать эти факты. Возможно, проводятся какие-то секретные исследования, но большинство ученых продолжают считать этот вопрос выдумкой. Быть может, им следует более серьезно подойти к изучению вопроса, прежде чем сюжеты голливудских фильмов станут реальностью на наших улицах. На сегодня это все. Всем пока-пока.